Так, всем привет. Давайте сегодня посмотрим коробочку с моделью от производителя «Звезда». Су-76М, советская самоходная артиллерийская установка с нашлепкой от желтого магазина, но это не реклама, как говорится, за рекламу не заплатили, это просто потому что там, собственно, этот набор куплен. Значит, набор производства 2023 года, совершенно новый, не перепак, звездовская разработка, совершенно свежий. Что можно сказать? Да, смешано, наверное, сразу и про прототипы, про сам набор, так как, собственно, самоходка времен Великой Отечественной войны, производства 42-45 годы, она делалась во многом на элементной базе легких советских танков Т-60, Т-70, соответственно, визуально, ну, по крайней мере, по ходовой части, достаточно сильно визуально похожа на эти танки. Ну, соответственно, логично, наверное, с одной стороны выглядит то, что выпустив модели Т-70Б, там, то «Звезда» вот у нас выпустила и Су-76. Это не удивительно, потому что Су-76 это, ну, очень распространенная Великую Отечественную войну бронетехника, огромным тиражом изготовлена, огромными партиями. Это вторая, между прочим, по объему суммарного выпуска бронемашина, относящаяся к бронетехнике за Великую Отечественную войну, уступающая только, собственно, танку Т-34. Вот, поэтому модель ей нужна, на рынке не так уж много, собственно, конкурентов. Вот мне на вскидку вспоминается, наверное, модель Мини-Арта, которая по понятным причинам, скажем так, не то чтобы сейчас, наверное, в части. Модель древняя Алана, питерского производителя, которая тоже сейчас не выпускается, и ее, в отличие от многих других производителей, от многих других моделей этого исчезнувшего уже давно производителя, никто не перепаковывает. Ну, возможно, там еще какие-то иностранных каких-то производителей были, модели не особо распространены, то есть, казалось бы, для такой, скажем так, широко известной, широко выпускавшейся машины на модельном рынке, я бы сказал, она представлена довольно странно, поэтому модель «Звезды» Су-76, она выглядит, в принципе, своевременно. Так вот, что по самой машине, наверное, давайте все-таки, да, наверное, с исторической справки небольшой начнем. Собственно, машина так и изготавливалась, да, ввиду высокого голода в советских, прежде всего, пехотных подразделениях времен войны, самоходных штурмовых артиллерийских установок для непосредственной поддержки пехоты. Соответственно, очень была эта машина нужна. Эти машины были в большом, ну, аналогичные машины в большом количестве у немцев, то есть, соответственно, у них там на шасси различных танков, как немецких легких, так и трофейных, было большое количество таких машин использовано в Блицкриге. Соответственно, Советскому Союзу тоже нужен был аналог, особенно когда, собственно, переход в контрнаступление в фазу Великой Отечественной войны. Соответственно, вот решили тоже на базе легких советских танков, уже которые, в принципе, были обкатаны хорошо и проверены, Т-76, сделать самоходку на базе Т-70, Т-60, соответственно, самоходку с орудием, собственно, от противотанковой пушки ЗИС-3, которая тоже очень хорошо себя зарекомендовала калибром 76 мм. Вот, соответственно, придумали для нее такой индекс Су-76. Ну, соответственно, разрабатывали ее быстро, скажем так, в спешке, она была очень нужна, но у, собственно, истории по разработке производства данной машины есть там достаточно интересные, в принципе, даже, можно сказать, грустные и такие неоднозначные страницы, как то, что, например, первые выпуски данной машины, они тогда назывались просто Су-76, в них совершенно было выявлено, скажем так, слабо подходящее для боевого использования фатальные недостатки, собственно, одним из которых был основной, это ходовая установка силовая, то есть использование автомобильных двигателей, установленных параллельно, и трансмиссия, соответственно, низкого качества. Соответственно, первые партии этих машин, они в итоге были настолько плохи, что фактически, буквально их практически невозможно было использовать. Они до фронта-то с трудом доезжали. Потом была долгая история, собственно, вся эта история с провальным выпуском первых Су-76 до самого верха. Машина была очень нужная, время было тяжелое, соответственно, нужно было максимально быстро поставлять на фронт новые, соответственно, экземпляры, новые модели бронетехники, особенно вот такие вот нужные для пехоты. Соответственно, по количеству выпущенных последующих штук видно, насколько была нужна эта самоходка в войсках, поэтому, соответственно,
изначальному коллективу, разрабатывающему самоходку, дали некоторое время на устранение, скажем так, фатальных недостатков. В частности, там был один из идеологов, можно сказать, основным конструктором был советский специалист по фамилии Гинзбург, но попытки в скором времени как-то устранить эти недостатки, что-то там сделать с двигательной установкой, с трансмиссией, они не увенчались успехом. Даже модификации, собственно, с какими-то попытками исправления этих недостатков после испытаний, соответственно, ходовых и боевых, то есть оказалось, что по факту машину не смогли быстро привести в чувство. Соответственно, со второго раза коллектив, скажем так, конструкторов и чиновников военных ведомств, которые отвечали за выпуск, начались гонения, вплоть до съема с постов, а даже вот, собственно, главного идеолога Гинзбурга в итоге отправили фактически на низовые должности войска. То есть до этого даже дошло, где он, собственно, в боях и погиб. В дальнейшем, соответственно, полностью от самоходки не стали отказываться, передали ее усовершенствование другим людям. Более того, даже параллельно несколько конструкторских объединений работало над либо аналогами данной самоходки, заменителями, либо над какими-то попытками ее все-таки привести в чувство, усовершенствовать. В итоге это, в принципе, сделать удалось, и при сохранении общих очертаний машины, как бы компоновки и так далее, переделали двигательную установку, соответственно, стали использовать тоже двухдвигательную систему, но расположенную продольно, соответственно, по-другому. Немножко перешлось внутреннее пространство самоходкой перекомпоновать, переделали трансмиссию, частично там по ходовой, и по результатам испытаний, в принципе, вот этой модификации, их было несколько, на самом деле, тестовых модификаций, которые должны были бы либо привести, соответственно, быть новой версией Су-76, либо вообще заменить ее как альтернативную какую-то модель. Все-таки модернизация Су-76, которой позже присвоили индекс М, она оказалась, в принципе, самой удачной, и, соответственно, вот именно, судя по всему, вот модификацию, которая в основном, я так понимаю, в историографии называется Су-76М, это, то есть, большая глобальная модернизация исходной самоходки, именно она потом в массовом порядке всю войну и даже всю войну практически и выпускалась. Судя по всему, эту именно самоходку «Звезда» на своем наборе и реплицирует. Правда, надо сказать, что мне встречались разные сведения, что якобы Су-76 и самая поздняя, скажем так, модернизированная, исправленная версия, которая выпускалась массово, она якобы тоже носила название Су-76М, точнее Су-76 без буквы М, а Су-76М это якобы была переходная модификация, та самая неудачная попытка работы над ошибками, первая попытка работы, которая вот, соответственно, в итоге не была принята как что-то адекватное. Но в целом, в принципе, в основном, наверное, чаще всего говорят, что все-таки именно последняя работа над ошибками, последняя, скажем так, ревизия, которая пошла в большую серию с другой двигательной установкой, вроде как она именно называлась Су-76М, так что, видимо, наверное, я предлагаю, наверное, все-таки с этой классификации придерживаться и считать, что «Звезда», в принципе, правильно эту новую самоходку назвала Су-76М. Ладно, это, собственно, отвлеченно. Дальше немножко ближе к набору. Да, несмотря на то, что машинка, она как бы вроде бы базировалась на легких советских танках, но по факту ее компоновка и конструкция довольно сильно отличалась. Это уж не говоря, что, понятное дело, что боевая рубка, понятно, все совершенно другое было, но, собственно, и по ходовой она довольно сильно отличалась. Там, по-моему, ванна корпуса другого размера была, и, по-моему, даже количество катков отличалось, и трансмиссии там что-то было немножко по-другому, и т.д. и т.п. То есть, по факту, то, что, например, визуально самоходка Су-76 похожа на Т-70, это на самом деле не значит, что по факту это что-то прям такое же. То есть, что, собственно, отражено в наборе, то есть, несмотря на то, что этот набор выпущен практически сразу после «Звезды», после ее же модели Т-70, по факту, это будет можно потом понять по раскладкам литников, тут нет ни одного такого же литника, повторяющего набор Т-70.
казалось бы, да, но разве что, может быть, в каких-то отдельных элементах, вроде каких-то деталей катков, может быть, по ходовой, что там что-то есть, какие-то совпадения, но именно литники, и, судя по всему, ну, наверное, пресс-формы, я так понимаю, они полностью новые, соответственно, эту модель нельзя считать напрямую, скажем так, наследницей модели Т-70, то есть реально они не имеют в себе ни одного общего литника, как бы казалось это вроде бы не странно, но на самом деле не странно. Ладно, давайте смотреть сам набор. Боксарт вот такой у нас. Соответственно, да, машин их было очень много выпущено. В основном именно они передавались пехотным подразделениям, штурмовые орудия, борьба с какими-то танками и так далее. Ну, большую актуальность, особенно во второй половине войны, орудия получили самоходные, в то время как, например, собственно, исходные их прародители советские танки серии Т-60, Т-70, они ушли на второй план, так как, собственно, особенно с 1943 года и далее, соответственно, их какая-то пригодность на поле боя отпала, а вот самоходки, наоборот, применялись массово до самого конца войны. Ну, конечно, в войсках по ним отзывы были разные, как положительные, вроде как то, что, например, позволяли их конструкция очень легко коммуницировать, скажем так, общаться с пехотой, пехотными подразделениями, с кем они предавались. Но вот выживаемость их вызывала большие, скажем так, сомнения, то есть, в частности, легкое бронирование, собственно, не особо удачное расположение механика-водителя, то есть очень опасно. Соответственно, где-то здесь располагалась и двигательная установка рядом с механиком-водителем. Бензобак топливный, да, это была бензиновая машина, соответственно, при попаданиях водитель ничем не был практически защищен. Ну и всякое такое прочее, то есть, ну, несмотря на это, эта самоходка очень массово применялась, почти 14 тысяч выпусков, говорят сами за себя. Ладно, что по самой коробке, значит, не сказал, артикул 3662. Соответственно, на боковиках стандартно краски Тamiya звезда, декалька, габариты модели, 340 детали, ну так средние, и 14 сантиметров, собственно, машина сама. И другие модели звезды. Значит, на обратной стороне историческая справка, ну довольно кратенькая, тут прям вот эти все перипетии, о которых я рассказывал в целом. Тут ничего об этом нет, но зато интересные фотографии готовой модели, где мы видим, что да, это открытая боевая рубка. Кстати, у первых модификаций Су-76 у них была крыша у боевой рубки, потом вот как раз в модифицированных вариантах от нее решили отказаться, и, собственно, тентом накрывалась эта рубка боевая, если какая-то была соответствующие погодные условия. Ну, звезда нам тент никакой не дает, разве что вот, собственно, это скатка брезентовая тент, но в разложенном виде у нас на ее на модели ни в каких вариантах не будет. Да, вот, соответственно, можно сказать, что в модели есть как бы, частичный интерьер боевой рубки, да, собственно, казенная часть орудия, укладки снарядов, места, соответственно, той части экипажа, которая у нас непосредственно командир, наводчик, заряжающий, это все будет видно достаточно подробно, это надо будет все внимательно подкрашивать, но какого-то другого интерьера у нас, понятное дело, не будет. То есть тут в остальном это все то же самое, что с Т-70, то есть это просто, скажем так, весь интерьер ограничился боевой рубкой, значит, что дальше? Повторяется информация, и можно нырять внутрь. Коробка стандартная, боковая загрузка, как с внутренней вложенной коробкой. Как всегда есть у звезды. Опять же повторю, что модель с прокачкой условно от желтого магазина, но я эту прокачку отсюда уже вынул, поэтому здесь только содержимое непосредственно от производителя. Значит, внутри у нас пакеты с литниками, их два стандартно. Два пакетика нам все-таки расщедрила звезда. Бумага, предупреждение, инструкция, цветная вкладка большая, такая прям большая цветная вкладка. Все достаточно по стандарту для современной звезды. Отдельный пакетик, где у нас декаль и прозрачный пластик. Тут как бы тоже все тоже достаточно стандартно для последних современных моделей звезды. Это все по содержимому коробки. Как обычно, начнем с бумаги с инструкцией. Значит, боксарт. Та же самая историческая справка, предупреждение на нескольких языках, историческая справка на 2 языках у нас, книжечка у нас такая, раскладка литников, опять же 4 штуки, обычный пластик, 1 прозрачный, да,
Если сейчас я сравнивать, конечно, не буду, но если, в принципе, интересно, можно сравнить с раскладкой Т-70 Звездовского и увидеть, что действительно литники абсолютно не повторяются. И сразу начинается сборка. Сборка начинается с внутренней части ванны корпуса, насколько я понимаю. Да, ну, судя по всему, у нас тут какая-то даже некоторая детализация задней части ванны корпуса, насколько я понимаю, вроде как относящееся что-то к торсионам или что-то такое. Ну, возможно, частично видимое из боевой рубки, тут не совсем понятно до конца, то есть вот эта вот часть. Но что-то такое у нас присутствует. Ну, судя по всему, это будет видно, видимо, из боевой рубки, поэтому они это и оставили. Соответственно, дальше продолжаем мы работать с ванной и сразу буквально выстраиваем, собственно, вот это вот ограждение боевой рубки, скажем так, если это можно так назвать, то есть стенки этого боевого отделения, вот та самая дверка, через которую, видимо, можно было сообщаться с отделением, ну, двигательным отделением, то есть двигатель располагался, повторюсь, спереди, и там, где находился механик-водитель, собственно, у нас. Ну, и тут у нас, ну, по факту все реально начинается со сборки боевой рубки, которая в кормовой части машины находилась, значит, различные стенки, бронепанели вот эти вот. Также у нас и внутреннее убранство появляется, то есть какие-то приборы, держатели, возможно, и укладки снарядов. Укладки снарядов, я смотрю, в одну деталь сделаны, то есть, в принципе, можно будет, ну, покрасить. Вот у нас тут тоже укладка снарядов, то есть вот такой ящик, да, вот их торцевая часть оставлена, где капсуль находится и так далее. Ну, то есть довольно интересная тут схема в сборке, то есть мы не сразу ванну собираем, а ванна у нас собирается по факту параллельно с интерьером. То есть вот, видимо, например, даже мы стенку ванны корпуса, ну да, опять же повторю, что ванна, забыл об этом сказать, не в одну деталь здесь, а в несколько деталей, собственно, так же, как это было в модели Т-70, соответственно, вот мы тут даже вот берем стенку ванны, на нее только снарядные укладки там приделываем, приклеиваем, и только потом уже со приклеенными этими снарядными укладками мы начинаем, собственно, саму ванну стыковать, чтобы у нас сразу, соответственно, получилось и боевое отделение в кормовой части. Соответственно, судя по всему, если так все это делать, то красить нам придется как и снарядные укладки, так, собственно, и видимые стенки этой самой условной ванны и получается боевого отделения. То есть окраска у нас, конечно, из-за наличия такого, скажем так, некоторой части интерьера получится более сложной. Так, помимо этого, что? Вот получится у нас ванна с частично собранным боевым отделением. Мы крепим на шестом шаге кормовую стенку, соответственно. И также начинаем работу параллельно по ходовой, то есть появляются у нас торсионы, частично мелочевка внутренняя, опять же, по боевому отделению, и что-то там по укладкам снарядным мы доделаем, огнетушитель у нас появляется. То есть очень все так вот, ну, нетипично, да, то есть не как было обычно в моделях бронетехники, когда у нас отдельно идет ванна, ходовая, а потом где-то там может быть боевое отделение, там что-то башня какая-то там. Тут это все собирается сразу, соответственно, ведущие звездочки, катки, опять же, появляются как поддерживающие, так и, собственно, дорожные катки. Все это появляется у нас сразу, ну, соответственно, под сборки катков тут. Соответственно, детали подвески, скажем так. И к 8-му шагу у нас появляются гусеницы. Тот же самый принцип по гусеницам, то есть комбинированная схема из отрезков полностью отлитых для, скажем так, прямых участков и частично наборные для огибания ленивцев и звездочек участки. Ну вот нам предлагают это сразу поставить на модель, как бы прям непосредственно по ней фиксировать. Ну, опять же, это, как я уже много раз говорил, если все это сразу склеивать, в смысле по гусеницам, то непонятно, как это потом, соответственно, красить. А если склеивать как-то, а потом снимать или как-то отдельно, то не совсем понятно, как потом устанавливать, да? Ну, то есть там будут некоторые проблемки. То есть это возможно, в принципе, установка и снятие уже собранных, склеенных даже гусениц в таком положении, но она обычно рискованная. То есть либо это надо делать непосредственно со звездочками, сразу с катками как-то снимать, надевать,
либо же просто очень аккуратно как-то это разводить, то есть не смыкать какой-то участок, да, потом аккуратно надевать это все, снимать. Но всегда есть вероятность, конечно, что что-то расклеится по таким вот гусенкам. То есть, с одной стороны, как я уже говорил, экономит время на сборке, но с другой стороны, наоборот, тратит наше время при сборке, особенно потому, что их тяжелее, собственно, покрасить, чтобы накидывать на... Ну ладно, дальше начинаются надгусечные полки. Ну, скорее всего, как обычно, они, конечно, наверное, не копийной толщины, потому что пластик, частенько их, ну, скажем так, упертые моделисты заменяют на фототроленном автомаркет. Соответственно, скобы крепления этих самых надгусечных полок. И, соответственно, почти сразу на эти надгусечные полки устанавливаются, собственно, на ванну корпуса, скажем так. Ну, тут еще частично что-то еще у нас тут подсборочка. Это уже вроде как коррозийные установки у нас сразу здесь начинается, прям буквально вот здесь. Ну, точнее, как это уже относится вот к более поздним шагам. Соответственно, орудие 76 мм, та же пушка С3, по факту, которая тоже звездой ЗИС-3 выпускается, но опять же даже с ЗИС-3 нет никакой унификации элитников, разве что может быть по деталям какая-то, я не знаю, унификация, может быть они использовали те же самые элементы, чтобы поместить их на разные пресс-формы, но по факту с элитниками ЗИС-3 тоже нет никакой унификации, то есть, ну, пушка по факту та же самая, вот она у нас, соответственно, собирается. Насколько я помню, ствол вроде как пластиковый у нас, по-моему, в одну деталь. Единственное, что, ну и вот казенные части орудия, видим, что есть вариации. У реальных Су-76 они выпускались на разных заводах, и на разных заводах вносились свои различные вариации частенько в конструкцию, поэтому, видимо, что-то из этого звезда решила поместить в свой набор. Вот кое-что есть по казенной части орудия, видимо. Но это, кстати, первая вариация, которая мне встретилась по набору. В наборе Т-70 вариаций, помню, было гораздо больше. Соответственно, вот собираем мы орудие, соответственно, его лафет и так далее. И, соответственно, что мы видим дальше? По подъемному механизму орудия, ну, насколько я вижу, вроде как должна подвижность частично у нас быть сохранена. По крайней мере, мы здесь что-то не склеиваем. Ну, что-то тут механизмы, собственно, установки, скажем так, в переднюю броневую деталь, если можно так назвать, маска и так далее. Ну вот мы видим, что ствол, да, это одна деталь, он не такой уж толстый, не такой уж большой. Единственное, что дульный тормоз, да, он отдельной деталью, где-то, видимо, в самом конце у нас появится. Показано, как, собственно, заправлять у нас это самое орудие условно в маску. То есть вот так это все у нас помещается. Что-то подкрашиваем, что-то делаем. Ну, орудие это всегда довольно сложная часть именно по самоходке. Так там много агрегатов, они все видны. Это не танк, это у нас самоходка. Более того, с открытым боевым отделением. Ну, и опять же, вот, собственно, по этой броневой, передней броневой детали, соответственно, у нас тут какие-то вот элементы дополнительные, агрегаты устанавливаются. После установки этой самой части орудия, опять же, мы дорабатываем стенки боевой рубки, уже вот эти боковые. Да, напомню, что у машины только противопульное бронирование было, то есть броня не была достаточно толстой. Ну и понятно, базировалось все на агрегатах легких советских танков. Соответственно, ящички какие-то с приборов, какие-то чехлы. Вот тут даже автомат, пулемет, то ли ППШ, то ли ППД, наверное, что-то такое там ставился, да, диски к нему, то есть это все было действительно в комплекте у экипажа для, скажем так, обороны какой-то, возможно, активной при попадании в сложной ситуации. Вроде бы пулемет еще, по-моему, должен был даваться на заднюю стенку, но я его не вижу. Значит, опять же, детали, появляются детали верхней части, ну, скажем так, можно сказать, наверное, надмоторного отсека, да, тут весь шанец у нас, опять же, вариации по запасным тракам, я так понимаю, какие-то, тут же, опять же, по прицелам вот элементы тоже у нас, что-то просверливать где-то нужно, не знаю, может, какие-то вариации подразумеваются, может, просто технологический момент. Ну, вот та самая маска орудия, она у нас, оказывается, собирается гораздо позже, она, по сути, надвигается уже на установленный, собственно, ствол орудия, поэтому, собственно, мы и не устанавливали дульный тормоз, судя по всему. Так, ну, тут все, да, по-звездовски убористо. Ну, установка держателя для орудия по походному положению.
Она у нас позже вроде как будет, пока у нас этого здесь нет. Соответственно, 28 шаг, да, шагов довольно много. Опять же, вариаций, видимо, по разным модификациям. Уже строс на лобовую деталь сделанный полностью из пластика, отлитый. То есть не надо будет морочиться ни с каким, по идее, как автомаркетом. Ну, радиатор двигательной установки и выхлоп, по-моему, немножко похожий, насколько я помню, на двигательную установку Т-70. Ну, собственно, на, скажем так, усовершенствованную модификацию Су-76 на него, с 76М на него как раз и устанавливалась двигательная установка от Т-70 взамен изначально неудачной другой двигательной установки. Соответственно, вот эта вот вся часть агрегатная, она здесь, это тоже, в принципе, похоже на то, что было на Т-70. И буквально финальные шаги, люк механика-водителя. Тут, кстати, у нас, по-моему, не дает звезда... нет, дает инструкция, да, дает инструкция опцию на открытый люк механика-водителя, поэтому, может, немножко вернемся, когда автомаркет будем смотреть. Значит, перископы, приборы наблюдения все, ну, похоже на то, что в Т-70, по-моему, люк, это все, по-моему, то же самое унифицированное, все прозрачным пластиком дано. Ну что, финальная какая-то деталировка, да, вот есть опция установки на кронштейн-держатель для орудия по походному, это все на месте. Причем, я так понимаю, что тоже с вариацией, это как раз известный момент, да, этот кронштейн на разных заводах зачастую делали по-разному, соответственно, вот даже указано, для каких вариантов окраски какая деталь кронштейна, судя по всему, подойдет. Ну и всяческая мелочевка, прибор освещения, скатка вот у нас аж из 4 деталей, брезентовая, из пластика, ну то есть будет какой-то шов, пила. И опять же, тут какие-то вариации есть для разных вариантов окраски, то есть, опять же, какие-то вариации по привязкам есть. Опять же, это связано с тем, что машина очень большими партиями изготавливалась на разных заводах. И, собственно, как это широко было и с любой бронетехникой во время войны, вносились заводские свои какие-то модификации. Это, в принципе, была общепринятая практика. И на этом инструкция у нас заканчивается. И, соответственно, что остается? Большая цветная вкладка с окраской, где у нас целых 4, я так понимаю, варианта. У нас дано, в основном, я так понимаю, на позднюю Великую Отечественную, то есть, вот, в частности, на 45-й год неизвестная часть, окраска просто зеленый, на 45-й год, на, что у нас, на март, ну, собственно, конец, можно сказать, зимы, типа зимник такой, Австрия, и, собственно, тоже на 45-й год, тоже на Австрию еще одна машина, но уже, видимо... Ну, тоже на март, кстати, но уже без зимника. И одна машина дана у нас уже послевоенная, китайская, аж 49 год. Да, ну, возможно, какая-то, не знаю, то ли переданная непосредственно китайцам эти машины, то ли, возможно, уже какое-то лицензионное производство у них было налажено. Я, к сожалению, настолько хорошо с этим не разбираюсь, но вот с необычными китайскими деталями Народной освободительной армии Китая. Тоже... Судя по всему, какой-то парадный вариант, но, собственно, ну да, тут и написано, что у нас парад в Пекине. Вот такой вот есть вариант. Так, ну что, надо переходить к пластику. Что у нас по пластику? Стандартные звездовские пакеты. Можно рвать без всякого ножа просто руками. Ну, конечно, выжать потом данным пакетом тяжело. Очень они такие в этом плане... не крепкие. Два больших. Тяжело вынуть. Два больших литника, опять же, полностью новые литники, никак не пересекаются с Т-70-ми. С крупными самыми деталями, где у нас нижняя часть ванны корпуса. Опять же, все тут указывает на печатях именно конкретно эту модель. Стенки ванны корпуса. Соответственно, какая-то часть из этих стенок будет, судя по всему, видна, но я подозреваю, что надеюсь, что большая часть каких-то толкателей вот в этой кормовой части, если этой части будет как-то визуально просматриваться, но я думаю, какими-то внутренними агрегатами она, скорее всего, прикроются, эти толкатели. Так что на париться особо смысла нет. Вот рельеф у нас по ходовой, крепление торсионов и так далее. Тут тоже довольно прикольный, забавный рельеф, то есть
Держатели поддерживающих катков отлиты непосредственно прямо на стенках ванны. Снарядные укладки, вот опять же, по сути в одну деталь тут все отлито. Ну, довольно прикольно детализировано. Единственное, что видны на них толкатели с этой части, насколько я понимаю. Но этой частью они вроде как, по идее, должны быть повернуты к стенкам, к невидимым. Ну, скажем, то есть эти части должны быть невидимы, поэтому, наверное, это не то чтобы большая проблема. Ну, помимо этого, что? Да, вот тоже часть снарядных укладок тут, та, которая полностью закрытый ящик. Тут же, собственно, люк механика-водителя. Еще какие-то там лючки, ну, в основном по боевому отделению. Стенки, дверцы боевого отделения, какие-то там лючки. Тут же находятся у нас надгусечные полки, опять же, две. Те вот скобы перекладины, которые в задней части боевой рубки там были видны, ну и совсем немножко какой-то мелочевки. Ну, литье такое достаточно стандартное, очень похожее на то, что в Т-70 мы видели, в принципе. Деталей много, экономить нам особо не позволит где-то время на сборке, но отлито все более-менее неплохо, ну и как бы и сами пресс-формы, судя по всему, совсем свежие. Также еще вот один большой крупный литник, тут крупных деталей уже поменьше, в основном это верхняя передняя деталь собственно, над люком водителя, ну и над топливной трансмиссией, топливной системой двигателем, где-то они здесь были расположены. И там среднего отсека, скажем так, вот эта крышка, по-моему, оттуда. Кормовая часть тоже, опять же, кормовая часть боевой рубки. Вроде бы как-то им удалось ее даже вроде бы без толкателя отлить. Боковые части, вот бронеплиты рубки, частично еще больше снарядных укладок здесь каких-то частей. Также длинные участки гусениц здесь у нас тоже же находятся. Видно, что они с провисом уже, но это все как на Т-70 было, очень похоже. Трос очень такой тоненький, тоже в одну деталь ажурно отлит. Решетки радиаторов, охлаждение двигателя или что-то такого. Ну, там. Что помимо этого? Ну, вот, собственно, пистолет-пулемет. Один у нас здесь же без диска. Какие-то вроде как приборы освещения. Нет, это не освещение, это что-то другое. Опять же, очень много всяческой мелочевки. Как те самые кронштейны для орудия походного, так и очень большой всяческой мелочевки, судя по всему, в основном на корпус. То есть очень много-много-много всего. Отлито, в принципе, ну, достаточно стабильно и с виду, по крайней мере, неплохо. Так. Это был первый литник и, соответственно, точнее, первый пакет. Смотрим второй пакет, где тоже у нас, насколько я вижу, 3 литника, но уже поменьше размером. Соответственно, начнем с большого. В основном литник, я смотрю, относится у нас к орудийной установке, по крайней мере, большей частью. У нас здесь ствол орудия, вот он отлится, тот самый ствол в одну деталь. Он, скорее всего, мне кажется, абсолютно так же выглядит, как он выглядел на модели ZES-3, который был, по-моему, у меня обзор. Ну, единственное, дульный тормоз, вот пытаюсь его сейчас визуально найти, да, вот дульный тормоз орудия, он, как ожидалось, располовинен. Это будет касаться еще того, что я буду говорить про автомаркет, но вот в дефолтном варианте он располовинен, соответственно, там будет шов. Но без автомаркета этот вопрос дульного тормоза, наверное, никак не решить без каких-то 3D-печатных или каких-то иных там металлических вариантов. То есть по дефолту, да, со стволом вопрос решен, как бы, и вроде бы как бы по факту металлический ствол не особо здесь нужен, да. Но вопрос с дульным тормозом, в принципе, остается. Ну, вот эта часть, это, если не ошибаюсь, это лобовая, по-моему, деталь. А, нет, это кормовая деталь. Да, вот тут вот эта характерная дверца, какая-то обивка там. Это кормовая деталь. Та самая скатка брезентовая, которая в этот раз у нас аж из целых, по-моему, 4 деталей собирается. Эта скатка, вот так вот они вот сделали в этот раз. Видимо, швов, которые обычно у нас на этих скатках возникают, было звезде мало. Они решили добавить еще больше швов. Ну, казенная и часть, собственно, лафета орудийной установки. Тут очень много всего, в основном всяческие механизмы по орудию, как то механизмы управления, так и, собственно, механизмы подвеса орудия. То есть тут всего, ну, в основном это также и шанец частично, и всяческие приспособления, приборы дополнительные, то есть все, что навешивается. Ну, очень много всего. Ну, в принципе, выглядит деталей много, но все они отлиты достаточно ажурно.
И кое-где вот даже по крупным деталям звезде удалось сделать, что у нее толкателей не видно ни на внутренней, ни на внешней стороне. Вот, например, на этой крупной кормовой детали. Как ни странно, ни с лицевой, ни с внутренней стороны никаких толкателей не заметно. Это довольно прикольно. Ну, пила и всякая мелочевка. Помимо этого, еще два литника одинаковых абсолютно, как и ожидалось, по ходовой. Полностью дублируют друг друга, но, кстати говоря, при этом они не совпадают с тем, что было на Т-70. По крайней мере, сами литники вкупе. Может быть, они, конечно, по каким-то отдельным элементам, по каткам совпадают, я не сверял. Но вот это очень похоже. Очень небольшие балансиры у нас тут, прям такие очень маленькие. Поддерживающие катки вот тоже в одну деталь. И, собственно, дорожные катки. Вот здесь у нас присутствуют, собственно, в одну деталь. Бандажи красим, соответственно, отдельно. Ну, какие-то ящички. И отдельные траки, из которых будем, соответственно, те участки собирать, которые огибают у нас звездочку и ленивец. Ну и всяческая мелочевка, соответственно, скобы для крепления надгусченных полок, какие-то тут еще петли, скобы, вот кое-что у меня тут, я вижу, маленькая деталька, по-моему, треснула, отломилась, не знаю, что это такое, ну, не думаю, что это проблема, главное не потерять эту часть. Но все-таки есть такой момент. Крючья буксировочные, ну и так далее. Тоже отлито, в принципе, все достаточно стабильно. Вот звездочка, опять же. Ну, все так, в принципе, стабильно. И на этом моменте у нас пластик заканчивается. И тут, наверное, можно глянуть автомаркет, который насыпал у нас звездный, желтый же, не звездный, а желтый магазин, который у нас состоит из двух пакетиков. У меня вроде как полный пакет, скажем так, предзаказанного автомаркета. Вообще, по вопросу автомаркета, как бы многие говорят, что вот эта предзаказанная тема, которая была запущена желтым магазином, что это, дескать, глупость. Предзаказывать модели — это как бы смешно. Ну, с другой стороны, в целом есть контраргумент в том плане, что с вот этими предзаказанными бонусами, заплатив фактически каталожную цену на модели, ты что-то еще получаешь. При том, что эти модельки выпущены, они не так быстро начинают дешеветь. Хотя, ну, то есть на релизе, по крайней мере, обычно во всех магазинах, неважно какой направленности, новые модели, они долгое время продаются по своим исходным ценам. То есть не то, чтобы есть вариант прям сэкономить, беря не предзаказанную модель. Так что, ну, тут вопрос такой, на каждый решает сам себе. Желтый магазин нам дал металлический ствол, по факту. Ну, не совсем понятно, зачем в этой модели металлический ствол, потому что, как я уже показывал, весь длинный ствол звездой показан в пластике. Соответственно, желтый магазин дает нам только кусочек, прямую часть этого ствола. То есть, соответственно, если его использовать, то придется от пластикового ствола частично отрезать, крепить к нему этот металлический кусочек. Если в этом какой-то глубинный смысл, ну, честно говоря, непонятно. Я, честно говоря, склоняюсь к тому, чтобы использовать пластик, потому что, ну, пластиковый ствол будет без шва, он длинный, он в одну деталь, и, собственно, возиться, чтобы отпиливать от него кусок и на его место внедрять вот этот металлический, пытаясь при этом соосность и прямоту ствола сохранить. Ну, такой себе вариант, то есть такой металлический ствол, скажем, бюджет-вариант совершенно, то есть, ну, скажем так, дешево и халтурно сделанный. Но помимо этого, стандартно желтый магазин очень всегда у нас увлечен 3D-печатью. Из интересного, вот дульный тормоз вот этой обрешетки. С трудом, конечно, можно, я думаю, разглядеть. Ну, наверное, можно, что это дульный тормоз. Он в одну деталь отпечатан, соответственно, это слабое место как раз исходного набора. Там дульный тормоз из двух деталей, а вот этот такой вот дульный тормоз, по идее, нам решает вопрос наличия шва. То есть достаточно вот скусить все обрешетки, зачистить, и, соответственно, у нас будет цельный дульный тормоз, который мы, собственно, прикрепим, неважно, что ли, к этому металлическому стволу, либо, в принципе, можно на звездовский ствол прикрепить. И, по идее, все будет это красиво, прикольно. Но вот, помимо этого, звезда еще дает вот в этой рамке он дает это место механика-водителя, насколько я понимаю. По крайней мере, так обещал желтый магазин. Соответственно, рычаги, педали и сидушка механика-водителя. То, что звезда не дает. Ну, соответственно,
необходимость не то чтобы тоже большая в этом есть, потому что даже при открытом люке механика-водителя, если мы, допустим, будем делать открытый люк, или, может быть, сажать туда какого-то танкиста, теоретически, я не знаю, звезда не дает экипажа в комплекте, и каких-то отдельных наборов под эту самоходку с экипажем нет. Можно, может быть, использовать, попытаться звездовский набор экипажей для БТ-5, БТ-7, который вроде звезда выпускает, по-моему, до сих пор, может быть, какой-то отдельно купить другого производителя. Но, в принципе, мне кажется, даже при открытом люке не то, чтобы эта детализация места водителя, особенно что касается сидушки или педалей, не то, чтобы она прям сильно будет видна. То есть, с одной стороны, дали прикольно, с другой стороны, ну, как бы, что там, в принципе, такого будет особо видно, чтобы стоило так уж сильно заморачиваться. Больше похоже на то, как будто бы сделали ради того, чтобы сделать. Ну и второй пакетик тут у нас уже детализирован по факту клаксон. Да, клаксон. Такой вот у нас, тяжело его, конечно, разглядеть. То есть тоже частенько, да, бывает проблемная деталь для пластика, именно потому что тяжело его сделать копийной толщины вот с таким вот проемом ярко выраженным. То есть в 3D-печати это сделать фотополимерной печати гораздо проще. И вот, собственно, эта деталь, наверное, более полезная в этом плане. Соответственно, нам желтый магазин ее сделал. Соответственно, и по факту из всего этого автомаркета, наверное, реально полезными это, скорее всего, дульный тормоз и клаксон. Ни место механика-водителя, ни металлический ствол не кажутся мне такими уж по факту полезными. Но вот положили. Помимо этого, что еще мы не посмотрели? Декаль и прозрачный пластик. Прозрачный пластик абсолютно стандартный, это очень маленький литничек, тут немножко перископов, их меньше, чем на Т-70, что логично, потому что рубка здесь, в принципе, открытая, фара, ну, еще там какая-то мизерная часть, возможно, что-то по прицелам и так далее. Ну, стандартный такой звездовский прозрачный пластик для бронетехники. И, соответственно, небольшая декаль, опять же, ну, то, что я уже говорил, все, собственно, 3 варианта самоходки на 45-й год на Германию даны и 1 на 49-й на Китай. Ну, соответственно, все вот это у нас достаточно простые декали такого белого цвета, типичные для звезды. Ну и, собственно, вот модель у нас и подошла к концу. Такая вот модель, собственно, с дополнениями от желтого магазина. Звезда. Очень известная самоходка времен Великой Отечественной войны. Вот такая вот новая модель 2023 года.